О, смотрите. Большой. Ну что там? Что там? Второй ходит. Это очень смешно. Ой, просто сядешь и будешь. Так он снаружи выглядит. У нее зубы есть. Всем привет! А у нас сегодня что будут делать? У нас будут ставить аквариум У сегодня. нас сегодня будут ставить аквариум. Помните, несколько месяцев, по-моему, уже прошло. Мы в мае ездили. Захотел Данил аквариум с рыбками. И мы ездили его заказывать. И вот там что-то у нас то одно, то другое. Мы его вроде заказали, но там рыбки все никак не могли доехать. То аквариум не могли доделать. Вот. И сегодня начнут работы по установке аквариума. Мы сейчас освободили под него место. Но рыбки будут попозже. Буду, в общем, вам показывать, что из этого получится. У нас никогда не было аквариума, но мы всегда хотели. Вот, надеюсь, что мы не пожалеем. И как это все будет выглядеть, тоже покажу. Буду показывать процессы, как там все устанавливают, как все собирают, как рыбки появятся у нас, которые мы будем выбирать. В общем, буду стараться вас держать в курсе. Дома просто бардачело. Я ненавижу это. У нас здесь все лежит, потому что там у нас ремонт идет. У нас ремонтируют, обновляют виллу. Вон, видите, здесь у нас тоже идет ремонт. И с внешней стороны, и внутри все делают работники. Все будет как новенькое. А все потому, что уже прошел год с момента заезда в эту виллу. И по гарантии они убирают все недочеты, потому что вилла за год дает все равно усадку. Это дом, это нормально. Вот. И у нас в некоторых местах здесь вот трещинки есть, здесь. То есть приходил работник от нашего застройщика, мы вместе с ним 2,5 часа просто по всей вилле ползали и указывали, где у нас вот есть какие-то недочеты, где потрескался. Ну, вы поняли, еще штукатурка. Вот. Там же принесли аквариум. Сейчас буду вам показывать. Вот, в общем, и здесь у нас полным ходом идет ремонт, там обновляют, и та комната, где уже обновили, вообще даже непонятно, что там какие-то были вот эти вот трещинки. Очень классно сделали, молодцы ребята. Ну, это вот год, я думаю, что в следующем году уже такого не будет, потому что она уже потела, но даже если будет, то можно заказать будет дополнительного застройщика, проблем в этом нет. Ребята работают тихо, никому не мешают, спят у нас прям тут. Я в Инстаграме показывала. Они просто у них обед и сон по расписанию, как я говорю. Они пришли, у нас там беседочки, разложили полотенчики и легли просто спать. Ну, это нормально. У них такая тема, а еще у них обед происходит в нашем гараже, они там тоже все раскладывают и обедают. Я немножечко охрипла чего-то так. А здесь у нас, где будет стоять аквариум, мы очень долго думали, он должен быть не на солнце, прямых солнечных лучей не должно попадать, и в итоге мы выбрали вот здесь вот место в уголке. Будут уже через неделю у нас. Ничего себе, так скоро. Мы, правда, их еще не выбирали, вот, но хотим посоветоваться с владельцем. Он должен был сам там выбрать, какие у нас будут, чтобы все было очень красиво. Мы просили, картинка была очень красивая, и рыбки друг друга там не грызли, выбрать тех, которые будут нормально соседствовать. Ну, так как мы в этом не разбираемся, вот. Ну, я думаю, что мы там можем поубирать. Мы обязательно хотим Немо, чтобы они были. Вот, парочку. Сейчас задавали уточняющие вопросы, спрашивали про рыбок и так далее. Ребят, как классно понимать по-английски. Я просто начала учить язык, ну, у меня базовый школьный уровень, и где-то 1,5 года назад, когда Алиса пошла в школу, начала учить еще здесь. И как круто вот общаться, и все понимать, что тебе говорит человек. То есть в любой стране ты можешь взаимодействовать, коммуницировать, это очень круто. Мужчина разговаривает, вот хозяин магазина на тайском, я слышала, у него жена тайка, и на английском. Ну, и на английском, естественно, он носитель языка, вообще все понятно, нормально разговаривает. Это очень классно. Вот так выглядит пока у нас наша основа под аквариум. Они доделали, завтра еще будут продолжать доделывать. Здесь вот это все закроется, здесь будет белое.
мы решили сделать, но вопросики немножко у нас по цвету, потому что он сказал, что здесь будет слишком белая, а здесь у нас стена, она как бы такая немножко не белая. Казалось раньше белая, но сейчас вроде как немножко темнее у нее цвет. Вот, и, может быть, придется покрасить нижние вот эти... Чем закрываться, в общем, будет стенка вот эта, которая здесь будет стоять. Вот, и здесь будет сам аквариум уже вот здесь. Его тоже завтра будут устанавливать, и через неделю рыбки. Здесь я и в этом ничего не понимаю, поэтому покажу вот здесь. Какая-то штука, здесь у нас фильтр, здесь все это дело будет фильтроваться сейчас, пока пусто. Лежат камешки, не знаю, что это такое. В общем, все это запустит. Интересно, насколько будет это все громко. Всем доброе утро! У нас уже настал следующий день, я тут работаю, занимаюсь делами, обещала вам показать, как будут устанавливать нам дальше аквариум, сейчас скоро уже подъедет Грохом, у нас еще работники здесь везде ходят, у нас часть виллы закрыта, там работы идут по обновлению виллы, мы находимся в главной комнате сидим, вот, и я услышала, почему включила камеру, я услышала, что у нас сейчас будет пест-контроль, я забыла, что не предупреждали на сегодня, то есть у нас везде тут работы такие, вот, будут травить всякую живность, пест-контроль у нас раз в месяц, проводит его управляющая компания, застройщика, это платная услуга, она есть, мне кажется, во многих вильных комплексах, мы до этого жили, снимали, когда ждали, пока построится наша вилла в Зените, там тоже это было. Почему решила снять? Потому что, ну, если кто не видел, это довольно интересное зрелище, когда мужчина с такой огромной пушкой ходит, распыляет вот это вот вещество, тут такой туман, вообще ничего не видно, иногда бывает, когда они тут все это распыляют, это делается на улице, и делают еще внутри виллы, опрыскивают, приходит дяденька тоже такой емкостью, и везде они прыскают. И приходит застройщик, от застройщика представитель, они все это контролируют, здесь ходят, как все это происходит. Вот, вообще помогает. У нас никаких насекомых в доме нет, ни комаров, ничего такого нет. Никто особо не заползает. Ну, могут заползти, но это такие-то типа паучки, там еще что-то. Но у нас один раз только паук заползал, и то, когда уборщицы убирались и открывали окно. У нас везде окна в санузле, по одному из туалетов открыли, и такой паук почти с ладонь сидел вечером, мы пошли, Алиса пошла в душ и как разоралась, что там паук, пришлось его выгнать. Но, и был еще случай, когда у нас еще один паук был довольно-таки тоже большой, на выходе уже из виллы, на улице был. Вот, но я попросила садовника, и садовник его убрал. И все, больше у нас таких вот случаев не было. Единственное, есть сезон термитов. Ну, по крайней мере, 2 раза в год, я заметила, это точно проходит. Может быть, больше, надо, кстати, почитать об этом. А термиты, они налетают, у них такие крылышки тоненькие, большие, и они летят на свет. И вот в эти моменты, в это время нельзя включать свет на улице, подсветку мы вообще не включаем, бассейн мы, в принципе, это очень красиво, когда бассейн включен, вот я вечером как-нибудь покажу, но когда мы его включаем, налетает все равно всякая вот эта вот живность, насекомые, особенно когда вот этот сезон у этих термитов, их настолько много везде, они пытаются залететь в дом, но у нас здесь хорошо, в отличие от прошлой виллы, где мы жили, здесь хорошо очень сделаны окна и двери, нет никаких щелей, и они не пролезают сюда. А вот на прошлой вилле, там, видимо, как-то было сделано не очень плотно все это дело, и когда мы включали свет, вот в эти моменты термитные, эти термиты просачивались в дом и летали вот на свет, на лампы, их очень много было. Потом они, эти крылышки везде валялись, по всему дому нужно было их заметать, короче, так себе. Вот, здесь таких проблем нету, и с насекомыми, в принципе, проблем нету, но, возможно, потому что каждый месяц проходит пест-контроль. Я уже вижу, что они на соседней вилле прошлись, сейчас они придут к нам и покажу. Вот так это выглядит. У нас сейчас будет все в дыму. Весь наш дом. Вот. Когда они бассейн обрабатывают, вообще ничего не видно. Но мы на улицу не выходим. Поэтому ничего страшного. О, смотрите. Обрабатывается полностью вся территория, но я скажу, что это помогает от всякой живности. Там прошелся везде. Сзади дома тоже и ушел.
месьешечка вообще ответственный за все действия, которые происходят у нас на улице. Сидит, всех контролирует. У него даже был один из садовников, любимый, который с ним через окошко играл ручкой. И он его прям ждал каждое утро, когда, ну, у нас приходит садовник 2 раза в неделю. И вот он приходил, и Оливер его ждал в это утро, чтобы с ним поиграть. Но потом садовник поменялся, а другой что-то с ним не особо играет. Оливье увидел, что открыли дверь, и мне надо срочно всех котов перепрятать, потому что они убегут. Нам будут сейчас заносить тяжелый аквариум. Надо попросить, может быть, работников, которые у нас строят, помочь. Так, месьеш, я сейчас вам сниму, что там, какой он, насколько он большой. Мне кажется, он очень будет большой. Так, Олюшка, сиди здесь вместе с Алисой. Все, веди себя хорошо. Казалось, что он очень тяжелый. Сейчас посмотрим. Ого, капец. Данилу еще руку вторую нельзя нагружать после операции. Правая у него действующая. Одна получается. Может быть, все-таки попросить этих зайцев? Буду тащить в руках. Меня не взяли. Не сказали, просто можно снимать. Помогать не надо. А оказывается, есть специальное приспособление. Тележка даже, на которой можно все это поставить. И вот просто перегружает сейчас. Смотрите, какой он большой. Кажется, что маленький на видео фото, но на самом деле он на 600 литров, представляете? Вот какой огромный. Сколько здесь рыбок будет, слушайте. Вот, получается, я могу отфотить. Пока еще его не помыли, не натерли, все будет красиво. Сегодня просто установили, а завтра будут, опять я вам буду завтра снимать, завтра будут его наполнять. Здесь коммуникации тоже еще не закрыты, ничего, это тоже будет закрываться. И потом еще через неделю сами рыбки. Я думаю, что будет красиво. А, еще сверху освещение должно быть, лампы уже поставить должны. Тоже в какой-то день приедут, будут все это устанавливать. Мы-то обрадовались уже с Данькой, думали, что сегодня нам наполнят хотя бы водичкой, мы там посмотрим, что да как. Но нет, сегодня сказали, что не получается. Наполнят, а завтра рано утром приедет. А рыбки вообще будут дней через 5-6, наверное. Мы даже их еще не выбрали. В общем, ждем, что будет дальше. Доброе утро, мои дорогие. Сегодня у нас раннее утро. Я встала в 8 утра, потому что Грэхэм сказал, что сегодня будет наполнять аквариум. Я так понимаю, Заря решил до работы. Мы встали пораньше, а я собираюсь на тренировку. Я возобновляю свои тренировки. Поеду сегодня на Лагаим, на свой спорт. Это что-то типа пилатеса. Я в Инстаграм часто очень об этом рассказываю, показываю, где я что тренируюсь. Мне очень нравится. Вместо зала обычного силовых тренировок я выбрала эти занятия и кайфую. 45 минут. Умираю после 45 минут. И огонь. И как-нибудь, кстати, возьму камеру и поснимаю. Возможно, скоро. Покажу, что за тренировки. Так, у нас приехал уже Грэхэм, сейчас покажу, что он там будет делать. У нас есть тут еще 2 птички. Одна из них это обычный гол, который садится прямо на крышу и вот так вот целый день курлык. Даня уже сначала бесился, а я раньше не замечала его. Потом, когда он сказал, я начала его замечать. Вот он целый день у нас на крыше курлык. Блин, это так бесит. Ладно, когда чуть-чуть, но когда целый день. И еще у нас птичка есть, я потом ее сниму. Она тоже издает звук такой интересный. И тоже может целый день сидеть и издавать этот звук. Настолько громко, что это слышно на видео. Ну, видимо, на крышу садятся. А вот эти птички мне нравятся, как они поют утром, чирикают. У нас там что-то, цветочки падают с франгипани. Кстати, должна была франгипани зацвести, но не знаю, зацвела или нет.
Ну что, нам все установили, я тут не снимала ничего, уехала на тренировку, не мешала. Все это долго тут делали. Здесь, в общем, нам набрали воду. Блин, все отражается, ничего не видно. В общем, там набрали воду. Вот, это все будет сейчас отстаиваться. Здесь песок из кораллов, не мальдивский песочек, как на Мальдивах прям. Вот, это все будет отстаиваться, и через недельку будут рыбки. Здесь у нас снизу, как нам объяснил мужчина, это кондиционер. То есть у нас вода, грубо говоря, у нас воздух на вилле 30 градусов, и он делает, вот, допустим, воду 26 градусов, ну, чтобы она не была там какой-то другой температуры. Выставил 26, и вода получается 26. Что здесь еще? Здесь какие-то трубки, здесь ультрафиолет обеззараживает от всякой нечисти, гадостей. Здесь это все фильтроваться будет. Видите, я не новичок в этом деле, но надеюсь, что через годик буду вам тут терминами сыпать. Здесь у нас камешки. И вот это вот, слышите, работает как? Оно когда все закроется, он сказал, что будет потише немножко все это переливаться. Здесь морскую соль уже засыпали. И здесь что-то он сказал, какой-то сад будет. Мы не поняли, но я думаю, что потом поймем, когда он все это покажет. Здесь красиво, все это будет зашито деревом. Вот, посмотрим. Вообще мы в идеале хотели аквариум сюда задвинуть, но когда привезли его, передумали, потому что здесь все будет, ну, как бы закрыта часть. Передумали, решили, что он будет так стоять. Вообще можно было придвинуть. Сверху еще будет свет. Его тоже установят. Что-то он еще на днях приедет, еще будет доделывать. И вообще сказали еще шторы закрывать, потому что солнечный свет не должен попадать. Вот не знаю, не зря ли мы это место выбрали. Может, надо было другое выбрать. Ну, в общем, вот так. Месьешечка уже интересуется. Мне тут в Телеграме написали, что месье больше не будет спортсменом, не будет бегать на своем колесе, а будет теперь рыбаком. Месье, будешь рыбачить? Ну, там все будет закрыто, но я думаю, ему будет интересно. Я буду ставить ему стульчик вот сюда, чтобы он смотрел на рыбок, да, месье? Смотрите на его уши. Ну что там? Что там? Оливер очень ревнует, что в его коляску кого-то сажают, и он, короче, начинает его бить сверху, типа, иди отсюда, это моя коляска. Вот так он ездит. А он еще ездит передом туда, как на колеснице он. Второй ходит. Это очень смешно. Буду, в общем, держать вас в курсе. Ну что, прошло уже 2 дня. Я обещала вас держать в курсе. В общем, сегодня нужно было встать в 8 утра, чтобы встретить Грэхэма. Он заселял аквариум первыми нашими жильцами, но я не проснулась, потому что вчера поздно легла. У нас здесь еще работы были. В общем, Данька просыпался, принимал новых жильцов. Ему там объясняли, как за ними ухаживать, что нужно делать. Делали с работы по аквариуму. И сейчас покажу, кто к нам приехал. Заселили их первыми, потому что сказали, только они сейчас выдержат, остальные могут погибнуть, поэтому они такие у нас суперсильные, 2 рыбки, поэтому пока только 2, а следующие будут чуть-чуть попозже. Не знаю, сколько у нас в общем их будет, но мы берем маленьких, большие сложные сейчас в уходе, и, в принципе, вроде как нам сказали, лучше маленькие брать. В общем, у нас будет много маленьких, но я надеюсь, что будет много, и будет красиво все. У нас до сих пор низ аквариума еще не закрыт, попозже его закроют. Здесь еще поставили, как Данька мне объяснил, протеиновый скиммер для чистки аквариума. Вот здесь вот очищается, поднимается пенка. Здесь у нас креветуля мы засунули, плавает. Ну, естественно, не живая, это мы в магазине купили. Так, и что у нас здесь еще изменилось? Здесь вроде бы ничего не изменилось. И здесь у нас еще для очистки аквариума, смотрите, какой я просто для меня это все новое, никогда не видела. Здесь, в общем, с той стороны вот так вот чистится, вводишь, и с той стороны очищается, прикольно. Ну и где наши новые жители? Я не знаю, видно будет вам или нет. Вон они! Это рыбки Немо. Мы очень хотели, Алиса хотела, и поэтому дядя привез первыми именно их. Сейчас с этой стороны, не знаю, будет видно, нет? Отражается. Так, вы где, ребята? Ребята! Вот они. Вот они. Они пока маленькие, вырастут. Мы думаем, что это 2 мальчика. Ну, или мальчик и девочка, не знаю. Мы что-то забыли спросить. У них разный немножечко окрас. Такие красивые. Они все время вот по течению у нас плывут. Против, точнее, течения. Здесь их лучше видно. Какие классные. Сегодня уже будет у нас кормление. Будем первый раз сейчас кормить рыбок. Покажу вам, как это делается. И здесь такие вот у нас камешки. Больше пока ничего нету. Чуть позже будем устанавливать уже и кораллы. Вроде как сюда будут высаживаться. И может еще что-то будет в аквариуме. Одна рыбка у нас Фрэнсис, а второй пока мы точно не определились. Но один у нас точно Фрэнсис.
А Фрэнсис, потому что в конюшне, рядом с тем конем, с которым я постоянно занимаюсь, с гримом, был такой конь, его, к сожалению, продали, но продали, я думаю, потому что он себя сам хорошо продавал. Его звали Фрэнк, да? Фрэнсис, Фрэнк? Его звали Фрэнк, да. Но я почему-то всегда думала, что его звали Фрэнсис, и Данила говорила, что это Фрэнсис, но потом, когда его продали, оказалось, что он Фрэнк. Ну да ладно. Там красивый такой темно-шоколадного цвета конь был, и он все время стоял в своем стойле и горцевал, бил копытом, в общем, всячески привлекал внимание. Когда я приходила к своему коню, ну не к своему, с тем, с кем обычно работаю, вот, он всячески вот своей мордой вот так вот тряс, если яблочками кормлю, он там весь такой веселый был на позитиве, он так нам нравился, что мы назвали в честь него рыбку. Надеемся, она будет такая же веселая и позитивная. Новички в рыбном деле. Не знаем, как рыбку покормить, как она найдет. Вон они едят. Мы все переживали, как же они увидят, если это будет на поверхности лежать. Фрэнсис, там еще где-то кусочки. Вот кусочки, вот еда. Иди плыви сюда. Может, еще надо или все? Это все? Ну, что-то Фрэнсис вообще ничего не съел. Так они найдут, наверное, еще. Сейчас она тут, наверное, по аквариуму так и будет плавать. Но тут, наверное, кормушку, да, установят сверху специально какую-то. Тут кормушка, в общем, будет. Тут еще будут лампы. Нужно еще сачки купить. И мы еще поедем в магазин. Я вас возьму и покажу, что там еще в магазине есть. Может быть, там рыбки мы прямо на месте, я думаю, выберем. А еще очень интересный момент. Данька тут такой же пользователь стал опытный, как и я, на Taobao. У нас даже Алиса, кстати, там сидит. Мы нашли, что, оказывается, можно на Taobao заказать рыбок. Но, не знаю, привезут их сюда или нет. Там даже и собаку можно купить. Ну и все, это такой маркетплейс по типу нашего Wildberries, только там еще продают животных. Вот, может быть, и наш Wildberries тоже когда-нибудь до этого дойдет. Сейчас можно машину купить, может быть, в будущем можно будет и собаку заказать. И не знаю, так как мы находимся в Таиланде, отправят или нет. Еще я нашла магазин, несколько магазинов русских продуктов, мне подружка скинула. Думаю, заказать там, может быть, что-то, потому что ценник там раза в 3 дешевле на некоторые продукты, чем у нас здесь. Ну и плюс доставка, это будет довольно выгодно. Ну и ходить никуда не надо, никуда в магазин заказала, нет, хочу огурцов. Потом расскажу, поделюсь с вами, доставили мне или нет продукты. Вот, вполне возможно, что могут доставить и рыбок. Надо попробовать. Там и креветки, рыбки, там выбор вообще шикарный. Ну, цены адекватные, вроде Данька сказал. Можно попробовать. Но мы пока не знаем, каких можно, каких нельзя, чтобы они у нас не передрались. А будут подселять, когда следующих рыбок, сказали, нужно аккуратно тоже их подселять понемножку, партиями, потому что они могут все передраться, сожрать друг друга. В общем, тут еще может быть много интересного. Ну что, месье, интересно тебе? Интересно? Но он смотрит, интересуется, но на самих рыбок он не смотрит. Он же не смотрел? Ну, как-то их не видит, что ли. Может, когда их много будет, и у рыбок сейчас нет подсветки, да? Когда подсветка будет, и будешь смотреть, мы тебе стульчик сделаем, сядешь и будешь медитировать. Я жду. Ему интересно туда больше запрыгнуть. Пока открыто, но они туда не лезут. Мы сегодня собрались и всей семьей поехали за рыбками. Нет, не за рыбками. Возможно, сейчас возьмем рыбок. Нам нужна очень креветка в аквариум, потому что один из Немо не хочет есть, корм этот валяется, и, в общем, нужно то, что будет подъедать. Это будет креветка. Мы написали в магазин, у них есть креветка, вот мы сейчас поедем, возьмем, и, возможно, возьмем еще Немо, но нам владелец говорит, что прям, если будет одна доминирующая рыбка, она будет, короче, всех доставать там. Вот, может быть, не стоит. Вообще, Немо большими толпами, как я поняла, они живут. И там все будут драться. Сейчас заедем, посмотрим, но больше он сказал, что у него сейчас в наличии нет рыбок. Надо ждать. Мы уже устали ждать, хочется уже побыстрее красивый аквариум. Вот, заедем, сейчас покажу, что там есть, кто там есть и кого мы в итоге возьмем. Алис, ты кого хочешь больше, морскую звезду или креветку? Я бы хотела больше 2. 2 сразу? Потому Берем все. Но морской звезды вроде сейчас в наличии нет. Вот. Сейчас спросим, есть ли морская звезда или нет.
Но креветки точно есть. Магазин у нас находится вообще рядышком с Централ. Я, по-моему, говорила, вот мы проезжаем Централ Пхукет. Сейчас едем прямо, и нам осталась 1 минутка, и мы будем в магазине. Нам нужно съехать, сейчас будет чуть-чуть налево, и мы приедем. То есть вообще очень-очень рядом. Я, по-моему, уже показывала, как выглядит магазин. Вот так он снаружи выглядит. Находится напротив центра старого корпуса. И сейчас посмотрим, что тут есть. Вот они наши Up to you. креветочки. You can have many, but you need О, можно много взять, говорят. to- Класс. Я хочу 2. Стоит 300 бат за штучку. Я думаю, они побольше будут. Алиса прибежала, хотела, чтобы я посмотрела на эту рыбу. У нее зубы есть, по-моему. И какая страшная рыбёха. Как будто я сгорела. Да, она какая-то как будто как обуглившаяся. Цвет такой у нее грязная. Ты что спряталась? Да, я тебе покажу людям. Прелесть, я хочу такие. Какая красивая рыбка. Вот они, смотрите, какие. Но эти, наверное, к нам не подойдут. Да, нужно посмотреть, для какого они аквариума. У нас морская вода внутри, а они могут быть для пресной. Какие красивые. Хочу золотую рыбку. Но это большая, наверное, считается, они же еще и вырастут. Тут я не показывала, есть замороженные еще червячки, креветки можно купить и соленая вода. Вы такую красивую рыбку взяли, вот ту маленькую. Не знаю, видно вам, нет, она очень красивая. Фиолетовая с оранжевым For the хвостиком. sand, turn over the sand. Мне еще вот такие понравились, но это тоже рыба-клоун, только беленькие. Не знаю, может быть такое или нет. 700 each. А вот та 2000 бат стоит, а вот это по 1000 бат. Здесь, кстати, написано, сколько они живут. But I need to talk to you Все about- расписано, какая температура, сколько литров аквариум должен быть. А, кстати, вот здесь вот не написано, сколько живут. А вот у тех, которые в пресноводном аквариуме, у них прям написано 25 лет. Эти из Индонезии. Ой, вот такие есть еще. You have the black color, right? Эти тоже по 1000 бат. So, Вот такие у нас уже есть, мы их брать не будем. where is the best position? I need one on the bottom, one on the top. Ну, и здесь тоже. You prefer Новая to поставка have вот one- ожидается на днях как раз. Пойдем. Что ты мне хочешь показать? Вот эти нельзя. Вот эти вот, они для пресной воды. Вот написано 25 лет. 150 бат. Для пресноводной вообще дешевые по 150. А те что-то по 1000 бат. А это, смотри, какие смешные. Да. Боже, еще 9. Смешные. Какую ты хотела показать? Эти, видишь, нельзя золотых. Вообще ни одну. Сейчас новая поставка будет, и, может быть, мы из новых выберем какие-нибудь. О, смотрите, какая есть. 1000 бат. Раванна. Ау. Смотри, на Демона Горгона похоже. Демоны Горгона. Скажи, реально. Горгон. Мы это смотрим сейчас вместе с Алисой. Она доросла наконец-то до этого сериала. Мы смотрим «Очень странные дела». Уже до 3-го сезона дошли, смотрим все вместе. Она хочет рыбку, которая будет похожа на Демогоргона. Не знаю, найдет ли она такую или нет. Ничего себе, это наши так вырастут. Смотри, какие огромные. Наверное. Это точно креветка? Да, вообще похоже на креветку. Вот они. Офигеть, черепашки. Только не угодите на камеру. Да, смотрите, сколько их здесь много. Черепашки. Вон их прям очень много. Так, сказали, наши креветки тоже такими большими вырастут, а те, которые я большие сейчас только что показывала, они для обычной воды, для вредной. И черепашки тоже. Мы уже такие, черепашка. Можно тоже в аквариум было бы, если бы можно было, но нельзя. Ну ладно. Я не видела, как в прошлый раз нам привозили рыбку, как она была упакована. Вот нам сейчас запаковывают креветки. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Никогда не покупала рыбку в магазине. Но я думаю, что просто пакетика водички наберут. Еще сачок нам надо, да, купить? Да? А сегодня? Надеюсь. То мало ли. Пригодится, думаю. Только нельзя так пользоваться постоянно. О, смотри, тут ракушки. Ракушки. Ой, тут тоже рыбки, вон какие красивые. Вон в банках. Даня сейчас спросил, сколько будет вот такой аквариум по времени, чтобы у нас был. Сколько времени на это потребуется, вот такой, как у мужчины на ютубе мы нашли, в общем, 2 года. Но это все реально. Мы сейчас спросили про черепашек. Если черепашки, в соленой воде, морской, которые могут жить, конечно, они есть, но могут быть проблемы с полицией, поэтому, нельзя. Есть только пресноводные продажи, а таких
Не будет, к сожалению. Ну, плюс он сказал, что они большие вырастают, а нам это не надо. Так, ну что, показываем нашу покупку. Ой, ой. Блин, можно достать? Ну, попробуем. Креветуля. Он в шоке. Ты поедешь в хороший дом, не переживай, парень. У тебя будет все норм. Никто тебя не съест. Какой прикольный. И рыбку мы еще цветную взяли. А рыбку можешь показать? Красиво, а то там в аквариуме, мне кажется, ее не видно было. Сказал, она очень редкая. О, какая-то редкая рыба. Ты записал, как ее зовут? Нет. Чисто мы. Ой, красивая какая. Она 2000 бат, да, стоила? Какая-то дорогая. Ой, вот этот товарищ. А это чистить аквариум. Он может быть не самый красивый, но... зато Чистить аквариум нам будет. Ладно, все, погнали. Будем их сейчас укладывать в аквариум. Запускаем. А это, кстати, девочка или мальчик? Рыбка цветная, непонятно тоже. Да, мы запускаем рыбок. В общем, нужно их вот так на 20 минут прям в пакетике, чтобы температура воды сравнялась. Та, которая в пакетике, и та, которая в аквариуме. Они 20 минут вот так плавать будут. Ой, они в шоке, по-моему. Куда их поселили? Наши Немо сейчас. Что? Кто это? Будут очень недовольны. И вот так вот эти пакетики будут 20 минут плавать, а потом мы их развяжем, и они будут уже в аквариуме самом. Еще одна креветка. Мы взяли, в общем, 2 рыбки, 2 креветки пока.